Топ-10 самых известных катастроф в истории человечества. Человек живет в мире, который постоянно может преподнести ему неприятные сюрпризы. Самым частым из них является плохая погода. Но бывают и более серьезные проблемы. Они ломают наши города и уносят жизни людей. Кто-то считает, что это его не коснется, но так думают все. В итоге, кого-то это касается и очень сильно. Хорошо, если это окажется чем-то временным, но некоторые люди потом всю жизнь разгребают последствия. 10 самых смертоносных катастроф на нашей планете, сколько людей погибло и чему это должно нас научить. В нашей подборке будут самые масштабные катастрофы с точки зрения унесенных жизней и самые известные косвенные убийцы. Дело в том, что иногда просто невозможно точно определить количество жертв. Расчетные данные расходятся в разы, если не десятки раз, но от этого катастрофы не становятся менее пугающими. С одной стороны, кажется, что катастрофы должны быть связаны с взрывами, разрушениями, обрушениями и прочими спецэффектами. Это не совсем так. Иногда глупость и недальновидность ученых или невнимательность и раздолбайство простых людей могут уносить миллионы жизней. Первое. Что едят воробьи? Да, именно воробьи. Они стали причиной того, что в период с 1958 по 1961 год в Китае умерло по разным оценкам от 10 до 15 миллионов человек. Причиной смертей стал голод, который в свою очередь вызвал массовое истребление воробьев. В то время в рамках экологической политики в Китае проводилась борьба с некоторыми типами вредителей, которые портили или съедали запасы зерна. К таким вредителям отнесли крыс, мух, комаров и воробьев. Ученые и агрономы подтвердили, что только из-за воробьев ежегодно терялся объем зерна, которым можно было бы накормить не менее 35 миллионов человек в течение года. В итоге, 18 марта 1958 года был разработан план борьбы с этими птичками. Местному населению было поручено не давать им садиться на землю. Крестьяне бегали за ними, стуча палками по ведрам. В итоге, через 15 минут обессиленные птицы падали на землю замертво. Так, по расчетам, было уничтожено около 2 миллиардов воробьев. В итоге зерна действительно стало больше, но через некоторое время начался взрывной рост количества гусениц и прочих насекомых, которыми до этого питались воробьи. И через какое-то время зерна стало настолько мало, что это привело к массовому голоду и унесло миллионы жизней. Вторая. Массовое отравление в Ираке. Массовая гибель людей из-за отравления в Ираке до сих пор остается загадкой с точки зрения числа жертв. По официальной статистике умерло от 500 до 6 тысяч человек, а по неофициальной – до 100 тысяч человек. Это только непосредственно от допущенной ошибки. По разным данным, было еще 3 миллиона человек, которые могли пострадать косвенно. Случилось все из-за партии зерна, обработанного метилртутью. Ее завезли в Ирак из Мексики в 1971 году. На мешках с зерном было написано, что они непригодны для употребления в пищу, так как предназначались для проращивания. Из-за того, что никто не знал испанский язык, зерно начали употреблять в пищу. В итоге это привело к отравлениям и гибели огромного количества людей. Метилртуть – вещество с химической формулой CH3Eg+. Это токсичное соединение способно накапливаться в организме и вызывать болезнь Миномата – отравление ртутью. Косвенным дополнительным фактором, который заставил жителей думать, что в мешках именно еда, стало то, что партия пришла с опозданием, когда посевная уже закончилась. Люди и не стали разбираться. Разобрали, съели и отравились.
В результате это привело к усилению контроля за экспортом и импортом зерна со стороны ВОЗ и других международных органов. Третье. Массовая утечка газа в Индии. Одна из самых страшных техногенных катастроф произошла в индийском городе Бхопал. В этом городе находился крупный химический завод американской компании Union Carbide, производивший пестициды. 3 декабря 1984 года на этом заводе произошел сильный взрыв в одном из хранилищ химикатов. Взорвался огромный бак, в котором находилось чрезвычайно токсичное вещество метилизоцианат. Дело в том, что это вещество закипает при температуре выше 38 градусов. Взрыв произошел как раз из-за перегрева емкости. В результате этого на свободе оказалось 42 тонны паров этого вещества, которые моментально накрыли город с населением около 1 миллиона человек. Через несколько минут у них начало жечь глаза, а вслед за этим началось удушье. В итоге люди начали в панике покидать свои дома и бежать куда попало. Только чуть позже они поняли, что проблема была на заводе, но было уже поздно. В итоге, только за первые 72 часа с момента взрыва погибло 8000 человек. Официально жертвами считаются примерно 15 тысяч человек, неофициально 20 тысяч человек. Количество тех, кто после этого года страдал хроническими заболеваниями, достигло 700 тысяч человек. Это не считая отклонений у потомства. Бывшие руководители компании Union Carbide, в том числе крупный индийский бизнесмен Кешуп Махиндра, возглавлявший индийское подразделение американской компании во время аварии, получили по 2 года заключения за непредумышленное убийство, а правительство Индии получило от компании компенсацию в $470 миллионов, хотя изначально требовали $3,3 миллиарда, заключили мировое соглашение. Пострадавшие получили компенсацию по $500. Четвертое. Самое разрушительное цунами. В Юго-Восточной Азии. Больше всего жизней унесло цунами, которое обрушилось на этот регион 26 декабря 2004 года. Формирование волн произошло в Индийском океане из-за тектонической активности дна. В итоге до берега дошли волны, высота которых составляла больше 10 метров. Кажется, что это не так много, но в результате этого явления погибло примерно 240 тысяч человек. Больше всего погибших было в Индонезии, примерно 180 тысяч человек. На втором месте оказался остров Шри-Ланка, где волна убила примерно 37 тысяч человек. Относительно немного людей погибло в Таиланде, всего 5 тысяч человек. Еще по несколько тысяч жизней цунами унесло в других регионах. Оно дошло даже до берегов Сомали. Пятое. Катастрофа Севиза. Авария на атомной станции Фукусима тоже произошла из-за цунами. Оно обрушилось на Японию 11 марта 2011 года. Само цунами унесло жизни 15 тысяч человек, и еще около 9 тысяч пропали без вести. Что касается аварии на атомной станции, то она произошла из-за разрушения средств охлаждения реакторов. В итоге они начали перегреваться и взрываться. Непосредственно на станции погиб 1 человек. Около 50 человек погибли при эвакуации со станции. Всего из района было эвакуировано до 150 тысяч человек. Из них более 1000 умерло в первый год после аварии. Многие стали инвалидами и до сих пор не могут вернуться в свои дома, которые были рядом со станцией. Поэтому не совсем логично считать, что от аварии погибли только те, кто умер в тот день. Аварии на атомных станциях тянутся широким шлейфом еще в течение многих лет.
Кроме людей и близлежащей территории суши, пострадал и океан. В него тоже попали радиоактивные отходы и зараженный мусор, которые до сих пор дрейфуют в Тихом океане. 6. Авария на Чернобыльской АЭС. Авария произошла 26 апреля 1986 года, и в первые минуты с момента взрыва погиб 31 человек из состава дежурной смены ЧАЭС и пожарных расчетов, прибывших на место для тушения пожара. Авария на Чернобыльской АЭС. Разрушение этой станции дорого обошлось почти всей планете. В течение 10 лет с момента аварии умерло еще 4000 ликвидаторов и местных жителей. Но самое большое количество людей пострадало от радиоактивного облака, которое двигалось в сторону от станции. По разным подсчетам, их количество варьируется от 600 тысяч до миллиона человек. К аварии привело стечение обстоятельств и сочетание большого количества нарушений на самой станции, включая ошибки при строительстве. На станции должны были проводиться испытания по переключению питания от реактора на дизельные генераторы, но их перенесли на тот день, когда на станции работала неподготовленная бригада. В итоге, когда мощность реактора начала лавинообразно расти, вместо ликвидации ситуации включили аварийную защиту, которая все только усугубила. В ночь аварии на ЧАЭС проводились испытания, но бригада специалистов, дежурившая на станции, была некомпетентна в таких работах. Было эвакуировано население сначала 10-километровой зоны, а затем и 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всем обещали, что это только на 3 дня, но назад не вернулся никто. Станция до сих пор находится в состоянии консервирования. Над ней строятся саркофаги, но последствия мы ощущаем до сих пор. 7. Лавина обломков у Аскарана 1970 года. 31 мая 1970 года из-за землетрясения, эпицентр которого находился в Тихом океане, от горы Уаскарана в Перу, оторвалась каменно-ледяная лавина и двигалась со скоростью в 1000 км в час. Накрыла находящиеся в долине реки Рио-Санта городки Ранрагирк и Юнгай. От них осталось только кладбище с парящей над ним фигурой Христа. Всего за несколько минут лавина стерла их и еще несколько небольших поселков, включая порты Касма и Чимботе, с лица земли. Результат катаклизмы – 70 тысяч погибших, среди которых оказались и чешские альпинисты, собиравшиеся покорить Анды, и 150 тысяч раненых. Память тех, жизни которых унесла лавина, в Перу почтили 8-дневным трауром. 8. Катастрофа Севеза. Эта промышленная авария произошла на химзаводе близ Милана в Италии. Фабрика производила химикат под названием трихлорфенол, который использовался как компонент пестицидов. В тот день, 10 июля 1976 года, цепная реакция разорвала реактор, что привело к взрыву и выбросу в окружающую среду 6 тонн токсичных химикатов. Облако ядовитых испарений охватило площадь в 15 гектаров, но больше всего пострадали жители города Севеза. Детей госпитализировали с воспалениями кожи, сотни местных страдали от различных заболеваний, была проведена массовая эвакуация. Не менее губительными были последствия для природы, ведь тысячи животных погибли или их пришлось уничтожить, чтобы предотвратить попадание токсинов в пищевую цепь. Последствия этой катастрофы наблюдаются и сейчас. Многолетние исследования показали, что с 1976 года значительное количество местных людей умирает от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. 9. Столкновение самолетов в аэропорту Лос-Радиос. Произошло это 27 марта 1977 года на Канарских островах, остров Тенерифе. В результате аварии
Погибло 583 человека, члены обоих экипажей столкнувшихся самолетов и большая часть пассажиров. Всего в двух самолетах было 644 человека. Самое интересное, что столкновение самолетов было косвенно вызвано терактом в другом аэропорту. Теракт произошел в аэропорту Лас-Пальмас. В результате взрыва никто не погиб, но аэропорт на всякий случай закрыли, чтобы избежать риска повторных взрывов. В итоге, все самолеты были направлены в и без того загруженный аэропорт Лос-Радиос, где и произошло столкновение. Столкнувшиеся самолеты принадлежали компаниям KLM и Pan American. Это были два огромных Боинга. Интересно, что в баках первого самолета было достаточно топлива, чтобы уйти на другой аэродром, но диспетчеры сказали садиться именно в Лос-Радиос. Само столкновение произошло при заходе на посадку одного самолета и подготовке к взлету другого и стало следствием плохой погоды, сильного акцента диспетчера и того, что в переполненном эфире пилоты перебивали друг друга. 10. Циклон Пхола, 1970 год. Тропический циклон Пхола – одно из самых страшных стихийных бедствий 20 века. 13 ноября 1970 года на острова и побережье восточного Пакистана обрушилась волна высотой в 15 метров, смывая на своем пути целые населенные пункты и сельскохозяйственные угодья. За короткое время погибли 500 тысяч человек, в основном это были пожилые люди и дети. Катастрофа имела политические последствия. Начались бунты, участники которых обвиняли пакистанское правительство в бездействии и медленной ликвидации последствий. Началась гражданская война между Восточным Пакистаном и Центральным правительством, результатом которой стало провозглашение независимости Бангладеш. Весь мир помогал восстанавливать пострадавшие территории. Одной из самых известных благотворительных акций стал концерт, организованный Джорджем Харрисоном. Пригласив многих знаменитых исполнителей, он за один день собрал $250 000.